Согласно симметричной версии теории Маркуса Хаша, параболы энергии гипса и для реагентов, и для продуктов имеют одинаковую кривизну, как мы уже рассматривали в 21 лекции. Чтобы более строго развить теорию гетерогенного электронного переноса, нам сначала нужно признать, что электроны в электроде будут формировать континуум состояний с заполнением, описываемым распределением Ферми-Дирака. Тогда для электродной реакции гетерогенные константы скорости определяются как величина представляет собой интеграл, в котором величина – это энергия активации процесса восстановления или окисления для каждого электронного уровня. Эта энергия определяется в соответствии с выражением. Здесь величина лямбда – это энергия реорганизации, о которой мы уже раньше говорили. Под знаком плюс-минус подразумевается, что верхний знак относится к восстановлению, а нижний – к окислению. Для реализации всех этих уравнений необходимо провести численное интегрирование. И в конечном итоге полученное выражение для констант скорости зависит от трех параметров – лямбда, e нулевое и k нулевое. Точно так же, как константы скорости Батлера-Фоллера зависят от параметров альфа, e нулевое и k нулевое. Давайте сравним зависимость потенциалов от констант скорости, предсказанных двумя моделями. В модели Маркуса Хаша константы скорости достигают предельного значения при больших перенапряжениях. Это отличается от модели Батлера-Фоллера, где константы скорости продолжают экспоненциально увеличиваться. В случае, когда константа скорости достигает половины своего предельного значения, так что потенциал, при котором константы скорости начинают выравниваться, увеличивается по мере увеличения энергии реорганизации. Далее, в пределе бесконечной энергии реорганизации, константы скорости, предсказанные Маркусом Хашем, становятся точно эквивалентными предсказанными моделью Батлера-Фоллера для альфа равного 1/2. Необходимо запомнить, что лямбда влияет на константы скорости иначе, чем альфа. В симметричной модели Маркуса Хаша предполагается, что параболы энергии гипса имеют одинаковую кривизну, что означает, что внутримолекулярные колебания и сальватация похожи как для окисленных, так и для восстановленных частиц. В целом это маловероятно, поскольку у разных частиц заряды разные. Это приводит к асимметричной теории Маркуса Хаша, в которой разные колебательные или силовые константы приводят к искажению кривых энергии гипса разной кривизны. Рассмотрим, как влияет параметр гамма на зависимость констант скорости от потенциала. В этом случае теряется симметрия кривых для констант скорости окисления и восстановления относительно оси перенапряжения. Соответственно, выражение для симметричного случая Маркуса Хаша для асимметричной теории больше не верно. Важной особенностью асимметричной теории Маркуса Хаша является то, что при потенциалах, близких к e нулевому, значения констант скорости стремятся к значениям, полученным в теории Батлера-Фоллера, с коэффициентом переноса, который определяется по уравнению. Таким образом, случаи, когда альфа меньше 0,5, соответствуют тому, что силовые постоянные восстановленные частицы будут больше, чем окисленной. Обратное верно, если альфа больше 0,5. Таким образом, например, измеряется коэффициент переноса для восстановления двуокиси кислорода в ионной жидкости при комнатной температуре, который равен 0,29. Это указывает на ослабление двойной связи кислорода при добавлении электрона к p-орбитали, вследствие чего образуется супероксид.